Всем привет! Обратите внимание на порядковый номер этого видеоролика. Я снимаю с 2015 года, то есть в среднем по 100 роликов в год. А вы не знали, поэтому подписывайтесь, а я начинаю. В прошлом видео я распаковал карту памяти microSD Lexar Professional 667X объемом 128 гигабайт, которую я приобрел на AliExpress за $18.08. Это отличный магазин и вложил еще подарки, даже вот этот SD адаптер с футляром. Кстати, это бренд из Калифорнии. В принципе, повторюсь, что я говорил в прошлом ролике. Существует с 1996 года, который в 2006 году был поглощен известной компанией Micron Technology, а в 2017 году выкуплен китайцами. Но вернемся к карточке. Упаковка имеет все штрих и QR-коды для проверки на оригинальность. Если отсканировать вот этот QR-код, то при переходе соответствующий сайт подтвердит ее оригинальность. Заявленные классы V30, A2, класс 10, U3, интерфейс UHS-1, предельная скорость чтения 100 МБ в секунду, а записи 90 МБ в секунду. Но в этом видео предлагаю ее протестировать и сравнить с имеющейся у меня Lexar High Performance 633X, также объемом 128 гигабайт. Это надежная карта памяти, пользуюсь ей уже 5 месяцев. Использую в данной видеокамере, на которую сейчас снимаю, при записи в 4К разрешение. Ну и данная камера позволяет снимать с максимальным битрейтом, по-моему, до 60 мегабит в секунду. Приобретал также на AliExpress за $16.96 с SD адаптером. То есть получается разница в цене между ними немного более $1. Но заявленная линейная скорость записи в 2 раза ниже. Там 45 мегабайт в секунду, а скорость чтения аналогично 100 мегабайт в секунду. Ну и остальные классы схожие, только новая карта класса А2, это класс производительности, а предыдущая класса А1. Обе изготовлены в Тайване. Ну что же, погнали тестировать. Тестировать буду с помощью скоростного картридера Ugreen с интерфейсом USB 3.0. Первая карточка. Появился диск объемом 118 гигабайт. Тестировать буду с помощью утилиты Anvil Storage. Здесь выбираю диск H. Погнали! Получили такие результаты, сохраняю скрин. Теперь устанавливаю карточку Lexar 633X в этот же картридер. Так, Windows обнаружила диск объемом 117 гигабайт. Напомню, там был 118, не знаю, насколько это важно. Так, тестировать буду с помощью этой же программы Anvil Storage. Так, аналогично диск H. Погнали. Готово. Результаты готовы, но для наглядности еще запущу Crystal Disk Mark для 64-битной операционной системы. Так, пока 633X, значит диск H. Файл записываю 1 гигабайт, объемом 3 прохода, погнали.
Так, протестировали. Снова изымаю карточку Lexar 633X и вставляю Lexar 667X. И протестирую ее также с помощью программы утилиты Crystal Disk Mark. Так, диск H, также 1 гигабайт файл, 3 прохода, погнали. Итак, результаты на экране. Итак, итоговые результаты представляю в этом скрине. Тут для наглядности еще вставил изображение карточек. То есть справа у нас Lexar 633X, его результаты, слева Lexar 667X, его результаты. Обе карточки объемом 128 гигабайт. Сразу скажу, что обе карточки скоростные, соответствуют заявленным линейным скоростям чтения и записи. Причем даже Lexar 633 превышает заявленные 45 мегабайт в секунду. Здесь почти 60. И это показали обе утилиты, и Crystal Disk Mark, и Elvis Storage. Чтобы выяснить, соответствуют ли карточки классу производительности А1 или А2, то необходимо оценить серую шкалу. Здесь представлено число операций ввода-вывода для записи и чтения. Для класса А1 это число операций ввода-вывода для записи должно превышать 500, а для чтения 1500. Для класса А2 другие значения. Минимальное число операций ввода-вывода для записи должно превышать 2000, у нас значительно меньше, а для чтения 4000. Также значение меньше, и в принципе для моей системы использования картридера с интерфейсом USB 3 и ноутбука Asus TUF Gaming FX705, здесь значения получились ниже, и они соответствуют классу все-таки А1, то есть выше 500 и выше 1500. Но главное, что эти карточки скоростные, они надежные, работают продолжительное время, пишут видео в 4К, вот я использую именно для 4К. И в принципе, я думаю, что и достаточно быстро они будут работать с приложениями в различных смартфонах, планшетах. Однозначно к покупке советую. Ну а ссылка на товар будет в описании. Я с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь на канал, потому что в ближайшее время вас ждет хотя бы обзор вот этого моего нового рабочего кресла Unihero. Оценивайте это видео и встретимся здесь же. Пока!